Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами канал SDR. Сегодня мы покажем вам, как сделать Dual Boot на вашем Steam Deck. Для этого нам понадобится карта памяти объемом от 8 ГБ. Советую использовать быструю карту памяти для быстрой установки. Steam Deck с памятью от 256 ГБ, персональный компьютер с Windows 10 или выше. Первым делом заходим в режим рабочего стола, запускаем консоль и устанавливаем пароль, если ранее не устанавливали. Далее нужно поставить программу Refine, с помощью которой мы реализуем выбор операционных систем при включении Steam Deck. Для этого вводим в консоль команду из описания под видео. Вводим пароль, который устанавливали ранее. После установки на рабочем столе появится ярлык Refine, а в папке Home/Deck появится папка с фоном игры и иконками для Dual Boot. Нажимаем кнопку просмотра и в папке Backgrounds выбираем фон, который вам понравится. Default Option — это OS, которая будет запускаться по умолчанию. В нашем случае это SteamOS. Boot Option номер 1 — это операционная система, которая будет первой в списке. Выбираем для нее иконку в папке с иконками. Вторая система будет Windows. Для нее также выбираем иконку. Нажимаем Install Refined. Вводим пароль, который устанавливали ранее. Нажимаем ОК. После нажимаем Create Config и Install Config. И снова вводим пароль. Нажимаем ОК. Вылезает табличка, в которой написано, что все прошло успешно. Уже сейчас при загрузке будет появляться выбор операционной системы. Закрываем Refine и выключаем Steam Deck. На ПК с Windows скачиваем образ SteamOS с официального сайта Valve. Открываем Rufus от имени администратора. Подключаем карту памяти и выбираем ранее скачанный образ SteamOS. Соглашаемся на удаление данных на карте памяти. Ждем окончания записи. Осталось поделить диски и установить вторую систему. Зажимаем клавишу громкости минус и нажимаем кнопку включения. Мы видим этот список. Подключаем карту памяти, на которой записано SteamOS, и выбираем ее. Далее загружается рабочий стол. В быстром доступе в системных приложениях находим программу KDE Partition Manager и открываем ее. Ищем свой основной диск, выбираем его, нажимаем Resize Move и вводим нужный нам объем памяти. Нажимаем ОК. В списке находим только что выделенное место для Windows. Выбираем и сверху нажимаем New. Выбираем тип файловой системы. Для Windows это NTFS. Нажимаем ОК. Соглашаемся с началом операции. После создания нового раздела нажимаем ОК и закрываем KDE Partition Manager. Выключаем Steam Deck. Теперь переходим к созданию загрузочной флешки Windows. От имени администратора открываем Rufus, выбираем образ ReviewOS, соглашаемся на удаление данных на карте памяти. Ждем окончания записи. Пока идет создание нашей загрузочной флешки, у вас есть время подписаться на наш канал, оставить комментарий и поставить лайк. После того, как образ будет записан, открываем флешку и перемещаем в корень Dual Boot Fix. Этот фикс нужен, чтобы не слетал загрузчик после перезапуска системы. Если после обновления SteamOS Dual Boot перестал работать, смотрим другое наше видео, которое только что появилось по всплывашке в правом верхнем углу. Перемещаем на эту же флешку WinDeck Helper, с помощью которого можно установить драйвера и дополнительный софт. Переходим к установке Windows. Включаем Steam Deck, зажав кнопку громкости минус. Подключаем флешку и выбираем загрузочную флешку с виндой. Экран нашей деки будет перевернут. Не забудьте покрутить. Соглашаемся и жмем Next. Выбираем недавно созданный диск. Начнется стандартная установка Windows. Выбираем регион, выбираем раскладку клавиатуры, нажимаем Add и добавляем дополнительную раскладку клавиатуры. Здесь вводим имя пользователя, устанавливаем и подтверждаем пароль. Тут потребуется добавить ответы на вопросы, которые пригодятся, если вы забудете пароль. Начнется установка дополнений ReviewOS. После завершения установки можете закрыть. Вся система будет на английском, а экран перевернут. Первым делом покрутите экран в настройках дисплея. Перейдите в проводник, тут появились новые диски. Это разделы EFI, ни в коем случае их не удаляйте. Найдите на флешке ранее перенесенный туда Dual Boot Fix, запускаете его от имени администратора.
Для установки драйверов и программ подключаемся к Wi-Fi и открываем Windeck Helper. Для удобства в правом углу можно выбрать русский язык. Если будут проблемы с установкой драйверов, то скачайте их с официального сайта. Теперь нажимаем «Пуск» и переходим в настройки для смены языка. Ищем раздел «Время и язык». Заходим сюда. Важно, если по какой-то причине не будет русского языка, нажмите на кнопку Add Language и скачайте его. Напротив русского языка нажимаем 3 точки и выбираем опции языка. Скачиваем необходимые пакеты, нажав кнопку Download. После загрузки переходим назад и выбираем русский язык. После нажимаем сюда. Система перезагрузится. Теперь нужно настроить систему для комфортной игры. Сперва в Microsoft Store обновляем или устанавливаем Game Bar. После запускаем Windeck Helper. Установим Custom Resolution Utility для возможности выбора герцовки. Программа сама выберет необходимый bin файл. После установки предложит перезагрузиться. Выбираем «Нет». Далее устанавливаем Handheld Companion. Ссылка под видео. Перезагружаем Steam Deck. Открываем программу, переходим в настройки, выбираем язык. Перезаходим в программу и в настройках ставим галочку напротив автозапуска. Устанавливаем параметры как у нас или по своему усмотрению. Для удобства рекомендуем установить открытие окон быстрых настроек на клавишу 3 точки, а также показ экранной клавиатуры нажатием X плюс кнопка Steam. Нажимаем клавишу 3 точки и открывается окно быстрых настроек. Кстати, опции в этом окне вы тоже сможете редактировать самостоятельно. Нажимаем на иконку батарейки и напротив разрешения экрана разворачиваем выбор герцовки. Если у вас нельзя выбрать 40 Гц, тогда переходим на диск C и в папке Program Files находим установленную программу Custom Resolution Utility и вручную выбираем файл с настройками. Драйвера и необходимый софт установлены. Выбор 40 Гц есть. С недавних пор ReviOS больше не выпускается в формате ISO, и теперь обновления нужно скачивать с сайта в формате Playbook. Чтобы получать новые обновления, вам потребуется скачать AME Wizard и Revi Playbook, перейдя по ссылке, которая будет в описании. Открываем в новых вкладках страницы загрузок AME Wizard и Revi Playbook. Сохраняем в удобное место AME Wizard, теперь скачиваем Revi Playbook. Генерируем ссылку на загрузку и спустя несколько секунд нажимаем на кнопку загрузки и скачиваем куда вам удобно. Открываем AME Wizard, добавляем файл Revi Playbook. Жмем далее и соглашаемся с условиями. Тут можно выбрать браузер, который будет по умолчанию. Тут выбираем пакеты, которые можно удалить. Создание бэкапов советую оставить. Тут можно выбрать обои, темную тему и контекстное меню. Жмем Next и ожидаем завершения обновления. После обновления система перезагрузится. В Revi Tools есть полезные опции. Во вкладке Security можно включить или выключить Defender. Во вкладке Usability для вас могут быть полезны настройки. К примеру, включение и отключение уведомлений, настройка контекстного меню. Во вкладке Windows Updates можно настроить обновление Windows. Изучение Revi Tools оставим на вас. Надеемся, что вам пригодятся опции этой программы. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Всего хорошего.